Сегодня у меня в гостях прекрасный, замечательный друг нашей семьи Сергей. И самое удивительное, что Сергей проделал этот путь вместе со своей женой Элей на машине. И я уверена, что вам этот выпуск будет интересен, потому что как раз таки то, как доехать на машине до Грузии, потом до Армении, расскажет сегодня наш друг Сергей. Эля у нас сегодня за кадром, но иногда, я надеюсь, она будет к нам присоединяться хотя бы вот такими фрагментами. Ну что ж, юху, поехали! Да, Сережа, привет, я рада тебя приветствовать на моем канале. И я знаю, что у тебя есть разного рода задумки. Я желаю, чтобы они осуществились, и ты присоединился к нашему клубу блогеров, потому что я знаю, что тебе есть масса всего интересного, что ты мог бы рассказать зрителю, аудитории. Но сегодня ты у меня в гостях, и мне, конечно же, очень интересна вся эта история с путешествием на машине. Правильно я понимаю, что это уже не первая твоя поездка, вот такая вот дальнемагистральная на машине из одной страны в другую? Да, мы ездили, это уже 4-я поездка в Грузию, и до этого 3 раза мы выбирались в Турцию, но не очень далеко. Первый раз мы доехали до Ризе, это буквально 60 километров от Батуми. Второй раз и третий мы доехали до Трабзона на пару дней, это километров 200, а в этот раз мы уже поехали в Стамбул, Каппадокия, потом вернулись обратно в Грузию, заехали в Тбилиси, где мы до этого ни разу не были. И из Тбилиси вот так спонтанно решили заехать к вам в Ереван. Ну расскажи, пожалуйста, какие-то документы нужны, кроме загранпаспорта, если ты едешь на машине? Наверняка что-то, какие-то дополнительные требования есть. Нужно иметь СТС на машину. Для Грузии нужно еще иметь водительские права. Водительские права вообще дают. Нужны везде, нужно да. Нужно иметь везде, но конкретно на границе Грузии их требуют к осмотру. В Армении, в России они не требуются, в Турции тоже требуются. Помимо этого, если машина оформлена на другое лицо, даже если этот человек едет с вами в машине, то нужно иметь нотариальную заверенную доверенность. Для Грузии, и, возможно, для Армении достаточно на русском языке, для Турции должна быть доверенность на английском языке и должна быть вписана обязательно фраза о том, что разрешен выезд за границу этой доверенности. Это из того, что нужно иметь с собой для пересечения границ. Помимо этого, в каждой стране нужно оформлять страховку, где-то ее возможно оформить после пересечения границы. В Турции обязательно нужно иметь уже на руках при прохождении границы, и там есть отдельное окно после паспортного контроля для водителя. Есть окно, где можно оформить страховку, если ее нет на руках. Это на машину, да? Да, на машину. Это аналог российского ОСАГО, в Армении тоже называется ОСАГО, то есть это страхование автогражданской ответственности перед третьими лицами. А забегая вперед, мы еще вернемся чуть позже к стоимости поездки такой. Страховка отдельно сколько стоит? Это не очень много. В Грузии на 14 дней страховка стоит 30 лари, плюс, там небольшая комиссия, в пределах половины лари. Обычно за оформление берется. Если я оформляю ее онлайн, если ее покупать где-то по пути следования, там будет чуть дороже, но не больше 35 лари. Это стоит, обошлось нам в 6 тысяч драм на 14 дней. А в Турцию немножко сложнее. В Турции, как я и говорил, если ее приобретать в окошке, там довольно выгодная цена, но срок оформления, по-моему, 90 дней. То есть это минимальный срок, на который можно оформить страховку непосредственно на границе. То есть даже если там не 90 дней, ты все равно оформляешь на 90 дней, получается так? Да. И стоит это, по-моему, порядка, нам говорят, $55. И я не помню, сколько мы платили в прошлый раз, потому что мы всегда в лирах платили, и я особо не узнавал. И в этот раз я решил оформить еще на грузинской стороне, в палатке, которые занимаются оформлением, у них оказалось возможным оформить страховку на 30 дней, что как раз нам идеально подходило, и это обошлось порядка $35. То есть мы платили тоже, я не помню, в лирах или в ларе, но это выгоднее оказалось. И смотри, мы затронули тему, что проверяют на границе, какие документы, и, я так поняла, что где-то больше формальностей, где-то меньше, но вообще в целом, сколько по времени занимает прохождение границы
среднее количество времени, там час, 2, 5 часов? В среднем, ну, как правило, если не брать очереди, то, как правило, это довольно быстрая процедура, то есть в пределах получаса, ну, даже, может быть, на 2 границы, но не больше часа. Вот, Больше часа у вас не было нигде, да? То есть если брать непосредственно вот прохождение формальностей, да, то больше нигде не было. Но как бы нужно учитывать, что вот на Верхнем Ларсе очень большие бывают пробки в сезон, плюс вне сезона, например, вот сейчас скоро начнется уже похолодание в Гудауре, и в зависимости от погоды на перевале, на Крестовом перевале, то есть граница может закрываться, и ожидание может продлиться вплоть до нескольких дней. Вот однажды мы с Элей ехали, это был, по-моему, март месяц, мы ехали из России тоже в Батуми в 2023 году, и мы на 4 дня застряли во Владикавказе. То есть мы уже по пути мы узнали, что граница закрыта, мы заехали в Прильбрусе, пока погуляли там как бы сутки, границу открыли, мы рванули во Владикавказ. Да. Поели там шаурмы, очень хорошие. Так это же прекрасно. Прекрасный повод застрять во Владикавказе. Да. Но на самом деле стрёмно, когда ты не знаешь, как ты, короче, переберешься через границу, когда. В общем, зимой, конечно, ездить тяжело, потому что там и про цепи были разговоры страшные. Я вам как не водитель говорю, водитель у меня ничего не боится, а лично я вот боюсь, потому что мы с цепями ехали через перевалы. Ну, я не знаю, каких там цепей я не видела, ничего там такого не было. Но вот то, что ты можешь застрять, да, можешь. Не надо ездить в то время, как мы, когда эти границы, в общем-то, под вопросом. И завалы, перевалы тоже ограничены, потому что реально снег, ты едешь, у тебя там снегопады, люди там все расчищают, убирают. Но для слабонервных страшно. Ездите, когда нет таких прекрасных снегопадов. Так что, ребята, предупрежден, значит вооружен. Слушайте опытных, грамотных людей, которые проделали путь не раз. И ездите летом. Ездите летом. Да, ну а летом можно застрять очень надолго вот из-за очередей. Вот, потому что, например, этим летом было 2 пика, вот в начале июля и в начале августа, когда люди стояли тоже по 2 суток в очереди, просто из-за того, что было очень много машин. Вот. Ну и очень тяжелая дорога, вот именно нейтральная территория между Россией и Грузией, она довольно большая, там, ну, не знаю, может быть, порядка 5 километров, 2 неосвещаемых тоннеля, в одном из них разбита довольно сильно дорога, вот, и там можно очень неприятно провести время, так скажем. Да, когда едешь, и страшненько, да? Когда едешь, там, короче, раздолбанные машины, не потому что они там столкнулись или что-то, их просто не пропустили или не впустили, как оказывается. И вот с них все снимается, кузовы остаются, и они там типа стоят, никому не нужны. Ну и при горной дороге, в которой падают камни вниз в обрыв, вот эти вот разбитые машины, и вот эти вот раздолбанные дороги по некоторым участкам заводят в панику, ну, лично меня. А вот этот темный туннель, никогда не нарушайте правила. Вот едете за фурой, если втесались, то их хреначьте за этой фурой, едьте. Потому что, ну, если вы выйдете навстречу, не факт, что тот самый вот гаишник впереди помашет вам рукой и скажет: давай езжай. То есть, если ты не уверен, соблюдай правила. Мы видели вот таких вот прекрасных людей, которые там гоняются туда-обратно, и это ничего хорошего, короче. Ну, вообще, наверное, в идеале, если были бы какие-то платные участки большие, что как скоростные такие, вжух, и ты уже там из Москвы до Грузии. Есть какие-то платные участки? Ну, платные участки в России есть, то есть фактически сразу, как пересекаешь МКАД в сторону Грузии по М4, ну, это, по сути дела, как бы не непрерывная платная дорога, но на ней, ну, большая часть ее это платные участки с довольно, ну, как бы неплохим состоянием покрытия и с повышенным скоростным режимом, там, то есть, ну, как у нас сейчас принято на автомагистрали, там до 110, по-моему, километров в час. Ну, хорошо бы, если бы была такая вжуха. Ну, она, знаешь, она есть, по-моему, в Батуми, что там есть же платные, по дороге к Батуми. В Грузии платных дорог нет. Нет? А новое то, что они настроили, все бесплатно. Там есть новые дороги, которые перестроили, они реально
уложились и открыли. Они просто шикарные. Я хотела бы сейчас чуть-чуть про Грузию поговорить. Сережа, расскажи, пожалуйста, почему вот Грузия? У вас там кто-то есть, кто-то вас ждет, какие-то друзья, знакомые, родственники. Может быть, страна как-то вас, не знаю, поразила так сильно, что вот вы туда решили поехать. Почему Грузия? Ну, так сложилось, что у нас переехала туда моя родная сестра с мужем. Вот, у них IT-бизнес, вот, они живут в Батуми. Вот, ну, поэтому, собственно, я открыл для себя эту страну. То есть первый раз посетил ее, мне очень понравилось. Ну, сейчас я езжу как бы навещать свою семью и в том числе как бы кататься по стране, смотреть. А я еще от себя добавлю, что сестра Сережи делает замечательные, красивые украшения. Вообще просто восхитительные, бесподобные. Ссылочку на ее изделие я оставлю в описании к этому видео. И я вообще, мне Эля привезла подарок. Я знаю, что это дело рук Кати, поэтому и Эля, тебе спасибо, и Кате спасибо. И вообще я в полном восторге от той красоты, которую она делает сама, своими руками. Все ручной работы. Ну, возвращаемся к нашим дорогам. И возвращаемся к Грузии. Я бы хотела еще такой вопрос задать. Какое все-таки отношение грузин к нам, к русским? Потому что я смотрю разных блогеров и слышу разные мнения. Я бы хотела поехать в Грузию, но мне немножко страшновато. Поэтому там я примерно понимаю, какой климат, потому что это соседняя с Арменией страна. Но я не понимаю про людей, какие там люди. В Грузии замечательные люди. Я ничего не могу сказать плохого об их отношении, то есть все замечательно. Конечно, всегда можно встретить человека, у которого, например, плохое настроение, или кому кто-то на ногу наступил, вот, но чтобы было какое-то особое отношение только потому, что там кто-то русский или не русский, такого я не встречал. То есть как бы как и в Армении, так и в Грузии, в Турции, то есть отношения абсолютно нормальные. Вот, и я чувствовал себя очень слава комфортно. Богу, ты нас успокоил. Значит, нужно поехать обязательно тоже в Грузию, съездить, посмотреть Батуми, Тбилиси. Там такое море красивое, Батуми вообще очень красивое море. Люди людьми, у меня тоже ничего не было плохого. Все русские знают, все понимают. Нет такого, что там ничего нельзя понять. Все переведут тебе, если нужно. Но вот море, ребята, это, конечно, супер. Там красивые закаты, там встает солнце в горах, а садится в море. И это нереально, когда ты стоишь вот так, вот в одном и том же месте ты можешь посмотреть на закат и на восход. Вообще красота. Ну а какое блюдо любимое грузинское? Ну, мое любимое блюдо хинкали. Я люблю. Хинкали. А твое? Вино! Грузинское. Ребята мне сегодня, кстати, вино подарили грузинское. Обязательно попробую. Спасибо большое. Там огромный Прекрасный подарок. большие магазины и реально очень вкусное вино. Правда, я любитель посредственный, но мне вот даже понравилось. Вот. И А как же хачапури? вот я хотела сказать, что вот хинкали, да, у меня тоже, потому что хинкали Я тоже есть люблю совсем, и с мясом, и без мяса, с чем угодно, короче, там есть. Но вот хачапури, конечно, крутые. Их там берут вместо пиццы, всегда и везде, всех детей кормят, и это реально очень вкусно. А теперь вопрос такой, про природу, про погоду. Какая гора в Грузии? Казбек? Ну, технически Казбек находится на границе России и Грузии. То есть, если я не ошибаюсь, там граница вообще буквально проходит либо по непосредственно пику, либо по нескольких метрах от пика. Ну и, соответственно, они... Ну да, геолокация понятна, географически очень сложно, но знаешь, есть такие вот символы, да, как бы природные, с которыми у нас ассоциируется та или иная страна. Например, Грузия ассоциируется с Казбеком, Армения ассоциируется с Араратом. Я знаю, что географически Арарат не находится на территории Армении, на территории Турции, но это нечто такое интуитивно, душевно понятное, что с этим у тебя ассоциируется эта страна. И вот сравнивая, допустим, Казбек и Арарат. Какая гора выше, кстати? Мы производили изыскания в интернете с Андреем на днях. Вот. И информация, которую мы получили из интернета, оказалась не совсем достоверной. Вот. Потому что мы, по-моему, через Яндекс GPT получили цифру в 3000 метров. Как бы. Ну и в принципе это нас
на первый раз успокоил. 3000 было. Вот. Но оказалось, да, что высота Большого Арарата там порядка чуть меньше 5100 метров. Вот. А у Казбека высота чуть выше 5100, то есть меньше 5200. Ну, Казбек выше получается. Казбек чуть-чуть выше, да, но картинка, вот когда ты въезжаешь в Ереван и видишь вот этот потрясающий вид на Арарат, он очень сильно удивляет, потому что Казбек, в отличие от Арарата, он является просто частью большого горного хребта и, по сути дела, немножечко выше, чем весь остальной хребет. Вот. И, в общем-то и целом, весь хребет производит впечатление, но Арарат, как отдельно стоящая вот такая гора, он, я не знаю, мне кажется, вид на Фудзияму, наверное, чем-то похож, когда просто среди такого относительно равнинного ландшафта есть прям явная доминанта, и выглядит очень красиво. А что еще помимо Арарата, какое впечатление? Ты въезжаешь в Армению, едешь до Еревана, и по пути встречаются различные рельефы, какие-то, наверное, природные достопримечательности. Что тебя поразило? Что ты ехал, увидел и думаешь, офигенно. Мне очень понравилось озеро Севана. То есть у нас было два варианта маршрута, которые предлагал нам навигатор. Мы решили ехать мимо Севана. Не знаю, правильно это было или нет, но очень понравился нам вид. И прям сразу заметно ты подъезжаешь к озеру, начинаются рыбные ресторанчики, торговля рыбой, вяленой, свежей, не свежей, возможно. В общем, прям становится понятно, что ты подъезжаешь к озеру. Надо пробовать. А еще очень хорошо смотреть, какие даже нельзя выбрать. Ты приезжаешь в какой-нибудь населенный пункт, ты понимаешь, что этот пункт, очень отличается от предыдущего. А это там просто обычная деревня, но хорошо сделано. Иногда хочется туда вернуться, посмотреть, потому что у них там все они разные. По всей дороге, что мы видели, очень хочется вернуться в какое-нибудь место. Слушайте, это очень интересно про озеро, про Арарат. А давайте теперь поговорим про парковки. Парковки – это очень интересная тема, потому что в Черногории мы намучились с парковками. Во-первых, их там нет, бесплатных, в основном все платные. Во-вторых, мы искали все время парковку со шлагбаумом, потому что мы не понимали, как заплатить через смс, через банковские карточки. Вообще просто для нас отвал башки был. Как обстояло дело в Ереване? В Ереване довольно тяжело найти парковочное место в центре, то есть я так понимаю, что есть бесплатные, есть платные зоны парковки, но бесплатные они практически все заняты, особенно в то время, когда мы приехали, нам было срочно уже где-то останавливаться. Мы нашли место на платной парковке, мы использовали поиск по интернету, но к однозначному выводу о том, нужно ли машинам с русскими номерами оплачивать или нет, мы не пришли. И начали пытаться ее оплатить. На выбор нам предлагалось два способа. Первый через СМС, но оплата по СМС не проходила. Нам говорили, что наш формат номера, который мы указываем, неправильный. Мы попробовали два варианта, у нас ничего не получилось. Потом в гостинице нам подсказали, что можно попробовать оплатить через терминал для оплаты. Но через терминал оказалось сразу же нет, потому что там формат номера жестко ограничен вариантом для армянских номеров. То есть 2 цифры, 2 буквы, потом 3 цифры, по-моему, и все. Наш номер немножко длиннее, и мы попробовали третий вариант, он тоже указан на щите у парковки, это оплатить через банковское приложение. Вроде бы все получилось, но на границе знаем. Еще такая интересная деталь, интересный нюанс, мало кто об этом задумывается, но на самом деле ведь помимо всяких паспортных контролей и проверки документов на машину, есть же еще и таможенный контроль. И как раз таки я знаю, что был один нюансик, связанный с ввозом-вывозом алкоголя. То есть вы же обратно в Россию поедете через Грузию, а в Армению вы заезжали через Грузию. Да, мы с собой взяли алкоголь немного, потому что я поеду один уже возвращаться в Россию. Я взял с собой 3 бутылки вина, бутылку коньяка. Потом мы поехали в Армению, и сейчас я понял, что обратно я
Могу вывести только одну бутылку. То есть вывести ты смог, ну, как бы из Грузии, ну, это количество алкоголя и заехать с ним в Армению. Да. Ну, а И это обязан его выпить в Армении. и обязан, да, получается, выпить в Армении. А получается что Что я обратно делаю? он уже не может с этим же количеством бутылок заехать в Грузию. Там есть ограничения. И на ввоз. ограничения на ввоз есть в любой стране. То есть на вывоз ты можешь вывести бесконечное Подожди, количество ну в Армению же тебя алкоголя. пустили с этим. В Армению меня бутылками. пустили, потому что в Армении норма ввоза 2 литра на человека. Ну, то есть более гуманная. А мы ехали вдвоем. Вот. В России, например, норма ввоза 3 литра на человека, и плюс еще 2 литра можно ввести, оплатив таможенный сбор, по-моему, 10 евро за литр, то есть еще 20 литров. То есть максимально 5 литров можно ввести. Вот. Все остальное уже как бы запрещено. Но это я к тому говорю, что нам кажется, таможня есть только когда мы на самолетах летаем, а оказывается тоже вот когда на машине едешь, все равно проверяют, смотрят, что есть какие-то регламенты, ограничения, законодательства. Я об этом никогда не задумывалась, поэтому для меня это было так удивительно. Я думаю, это касается только воздушного пространства. Пространство у нас одно. Понятно. Вот из необычных Спасибо. Из необычных ситуаций на таможне, вот, например, в этот раз я тоже ехал из России один и вез все наши общие вещи, а Эля прилетела в Батуми на самолете, и там мы встретились. И на границе России, то есть меня не хотели выпускать, потому что они решили, вполне справедливо, наверное, что я везу слишком много вещей для одного человека. Вот, плюс у нас были какие-то детские вещи для моей сестры, у меня был еще детский велосипед, плюс я сам путешествую с велосипедом на крыше, и еще есть отдельно там пара коробок с вещами, с оборудованием для велосипеда. Вот. И норма, если не ошибаюсь, там что-то в районе 30 килограмм на человека. Вот. Ну и скорее всего я эту норму превышал, но в итоге сотрудники таможни посовещались и отпустили меня, поскольку в основном вещи явно носили личный характер, то есть мало было, вообще каких-то новых вещей у меня с собой не было, они в основном больше внимания акцентируют именно на покупках, либо на каких-то ценных вещах. Интересно. А вот еще, получается, если я полетела, как порядочные люди, мы решили, что если едут на машине, то я положу все свои вот эти отвертки, молотки, женские вещи, получается, в машину. А сама полечу, что у меня там? Точно платье. Да, ноутбук у меня был, с которым я везде езжу, и что там, сменное белье. Все остальное лежало там. И вот когда человек пересекает границу, он по не может везти на вещи, потому что я должна фигачить это не вручную кладя, а с багажом, надеть и везти их с собой. Почему? А муж везет вещи жены в отпуск. Вот вопрос. Не знаю. Вообще Такой вопрос вызывает морозят, все это вполне очевидно. Да, это 2 независимых поездки, которые связаны только нашими. Почему нет? Потому что это разные вообще процедуры абсолютно. Ты же не можешь сказать, что я вот сейчас поеду, возьму с собой тонну вещей, я потом еще 5 раз езжу без вещей, и поэтому сейчас меня пропустите с тонной вещей. Да. Все, я не согласен. Сергей, скажи, ты готов повторить еще раз такой опыт? Провести вещи жены? Провести вещи жены, пройти все эти контроли, заморочиться с документами, со страховками. Я не могу сказать, что это уже прям какой-то опыт, это скорее такая уже обычная поездка в отпуск, то есть меня все устраивает. Мы просто никогда не ездили на машине никуда, в далекие такие путешествия, поэтому это, конечно, для нас поступок, подвиг определенного рода, поэтому это очень интересная тема. Скажи, какие впечатления ты вообще из именно этой поездки заберешь из Грузии, из Армении? Есть ли что-то новенькое, знаешь, какая-то новенькая эмоция, что-то такое, что ты запомнишь, что приедешь домой и скажешь, да, эта поездка мне запомнится вот этим. Я даже не знаю, наверное, Тбилиси мне очень понравился, потому что мы, это уже 4-й раз мы в Грузии, и мы вообще обычно в поездках ездим больше по крупным городам и по столицам. Вот. И только в Грузии получается, что мы всегда проводили время в Батуми, и только на 4-й раз, и то это немножко внепланово было, мы решили посетить Тбилиси.
Вот, и город, ну, очень понравился. Он очень необычный, необычная архитектура, необычное расположение самого города. Он как бы тоже расположен в такой как бы долине, где река Кура. Вот. Ну и сам, я не знаю, мне почему сложилось впечатление, что город похож на Хачапури. То есть он очень вытянут в одном из направлений, хотя он находится не на море. Вот. И получается там по одной из осей он довольно узкий, а вдоль реки он довольно сильно вытянут. Такой вот форму лодочки, я бы сказал. Ну и самый меркантильный, последний вопрос всегда самый меркантильный. Стоимость поездки в плане не именно там в совокупности жилья и всего остального, жилье может быть разное, а именно по дороге. То есть вот если посчитать платные участки дороги плюс бензин, плюс страховка, ну вот да, такие вот компоненты, примерно в рублях сколько это выходит? Ну, если для простоты брать дорогу до Грузии, да, то ну, где-то платная дорога по М4, там она стоит в районе 3500 рублей в один конец. Вот. Ну, страховка, как я говорил, стоит на 2 недели 30 лари, плюс 6000 драм в Армении. Также в Армении нужно платить экологический сбор за машину 4000 драм. А в Грузии не нужно, да? В Грузии такого нет, и в Турции такого тоже нету. Вот, причем это не зависит от экологического класса автомобиля. Вот я не знаю, правда, как с электромобилями. Ну, наверное, они освобождены, мне кажется. Ну, я, по крайней мере, такой информации не видел, но меня удивило, что там, я не знаю, с «Жигулей» шестерки из современного автомобиля там с уровнем Евро-5 берется одинаковый экологический сбор. Бензин в России, ну, соответственно, цену, как бы все знают, там ну, в районе там, 60 рублей за литр. Соответственно, от Москвы до Владикавказа ехать где-то примерно 1800-1900 километров. То есть это где-то на моем автомобиле это ну, два полных бака вот, по 50 литров. Ну, соответственно, 100 литров это где-то порядка 6000 рублей получается. Вот. В Грузии бензин стоит где-то порядка 120 рублей за литр. Вот. Ну, соответственно, тоже зависит от того, сколько вы будете путешествовать по Грузии. Там нужно посмотреть. Если доехать до Батуми, то это 400-450 километров, по-моему. Вот. Ну, то есть тоже, соответственно, 2 бака вполне достаточно для того, чтобы доехать туда и обратно. Вот. В Армении пока не заправлялся, вот завтра буду смотреть, где можно это сделать. Ну, вот такая вот арифметика, друзья, получается. Ну что ж, мы благодарим, Сережа, тебе большое. Тебе спасибо за то, что ты вообще уделил нам время, внимание, все рассказал. А, кстати, Сергей, когда станет блогером, он расскажет еще больше, потому что там истории вот так вот, и будет еще больше. Так что, Сережа, когда заведешь канал, ты мне расскажешь, а я расскажу вам. И дам на него ссылочку. Ну, надеюсь, беседа была, правда, интересна. Мне было очень интересно. Спасибо, Эля, тебе тоже спасибо за твои ценные и бесценные комментарии. Смотри, ты даже успела бокал вина опустошить. Ну, мне надо же как-то справляться со стрессом. Не вести обратно. Так что весьма полезно и эффективно прошел наш сегодня рабочий процесс съемки этого мини-интервью. Спасибо, ребята. Вторую шаурму. Шаверму. Видите, как у нас роскошный ужин. Как у вас в Ереване это называется? Лучшее в Москве. Шаурма. Лучшее. Вот. Да, нам очень нравится. Сайнс 1998 год. Вот так. Сорян. Сорян, кстати, улица есть такая в Ереване. Сорян, улица Соряна. Мы так до нее не дошли. Улица Соряна, потом была какая-то улица Мессаняна, что ли? Маштоц. Она в навигаторе явно мясо было, короче. Или Московяна. Московяна, может быть, Нет, что-то с мясом. Что-то с Да, мясом? просто Первый раз Сорян слышу, не переходит в знаю. Московян. Хей, ла-ла-лей, тара-тара-та-та-та, хоп, хей. Та-та-та, та-та-та-та-та. Это же круто!
нашего любимого хард-рок кафе. У вас есть здесь хард-рок кафе? Да. Потому что у вас Вы не цель- смотрите мой YouTube? Смотрим, я смотрю. а Всё, вы Серега нет. прокололся, Серега Я прокололся смотрю. только что. Не, ну на самом... Нет. Не, ну на самом деле... Заворачивай, то, что убирай. ты- Нет, то, что ты рассказывал, я не успел это рассказать, да. Мы как раз решили, что вот у нас такой темой будет не Левис, а вот хард-рок кафе. Хард-рок кафе ушли. Да, потому что мы, получается, когда были в Черногории, Спасибо. то мы там в Подгорице или в Черногории, у них тоже есть вот хард-рок кафе, как бы, да, и, ну, я считаю, что у них как раз вот есть вот эта, ну, преемственность. Вот. У нас это Эллина фишка в футболке хард-рок кафе. То есть Ну Я вот, собираю. ну вот, У вот. меня есть этот еще Мы тоже собираем. свитшот, или как он там называется, длинный рукава. Да, ну у них много мерча Есть такого. из разных ну. стран. И я очень Мы не удивляюсь видим. людям, которые подходят, короче, и начинают здесь читать. Вот так вот, знаете? Да. мы не везде, правда, Читать. покупали. Ага, Копенгаген. Ну, самое, короче, ходовое, что меня спрашивают много раз, это Копенгаген. Потому что, видать, Копенгаген это очень хороший костюм. Нет, да, и здесь тоже по... Нет. Побися. Ой. Спасибо. Разбираемся. Я переживала за своим микрофоном. А люди в Яндекс Такси войти не могут.